Мы не знаем, как звали Понтия Пилата. Более того, большинство людей даже не знают, что они этого не знают. То есть, конечно, мы знаем его номен, или клановую, или родовую фамилию. Понциус, если произносить по правилам латыни, или Понтиус, если верить грекоязычным книгам. И знаем его когномен, то есть прозвище или фамилию Пилатус. Но история не сохранила его личное имя. Его родители и друзья могли звать его Луцием, Гаем, Марком или любым другим римским именем, но мы этого никогда не узнаем. Зато мы знаем про него много другого интересного. Иногда мы поспешно обвиняем авторов древних книг в ошибках, потому что мы сами не понимаем сложности ситуации и проецируем наши собственные предрассудки и схемы на мир реальных людей, движимых собственными убеждениями, эмоциональными импульсами и внутренними конфликтами. Например, некоторые ученые весьма пренебрежительно относятся к изображению Понтия Пилата в Евангелии от Иоанна. Они утверждают, что жестокий римский правитель, такой как Пилат, никогда не стал бы беседовать с Иисусом, задавая философские вопросы вроде «что есть истина?», не повторял бы многократно, что Иисус невиновен, не отпустил бы мятежника Варавву и не боялся бы первосвященника и Синодрион до такой степени, чтобы поддаться на их шантаж и приказать казнить Иисуса, даже трижды назвав его невиновным. Или что после этого Пилат никогда бы не нарушил римские порядки и не отдал бы тело Иисуса для погребения сразу после казни. Они говорят, что евангелисты сочинили эти истории о Пилате, чтобы снискать расположение римских властей, и используют это как аргумент, утверждая, что Евангелие от Иоанна не могло быть написано апостолом. В этом видео я буду отстаивать позицию автора Евангелия от Иоанна и объясню, почему образ Пилата в его Евангелии является полностью достоверным, в отличие от идей его критиков. Начнем с опровержения утверждений о якобы заигрывании с римлянами. Во-первых, ранние христиане, начиная с самих апостолов, были героями и мучениками, рисковавшими своей жизнью и умиравшими за исповедание своей веры. Они не боялись прямо обвинять Синодрион и первосвященников в смерти Иисуса, даже уже будучи арестованными иудейскими властями. Так чего же они могли опасаться, когда писали, редактировали или копировали полуанонимную книгу для своих сестер и братьев-христиан, которую римляне даже не читали, а если бы и прочитали, то не узнали бы личность автора. Во-вторых, если история о том, что Пилата шантажировали с целью казнить Иисуса, ложны, и Пилат действительно был жестоким римским правителем, который сам беспричинно решил убить Иисуса, то это заставило бы первых христиан, особенно апостолов и других людей, знавших Иисуса лично, ненавидеть Пилата больше, чем кого-либо другого. В такой ситуации, даже если бы авторы Евангелий хотели не обидеть римлян, они могли вообще пропустить подробности о суде, упомянув лишь, что приказ отдал именно Пилат. Но если бы они попытались подлизываться к римлянам, выгораживая Пилата, то им следовало бы больше бояться немедленной реакции других христиан, которые назвали бы их лжецами и предателями памяти Иисуса. Представьте, как окружающие вас люди отреагировали бы, если бы вы попытались солгать им, чтобы обелить преступление кого-то, кого они действительно ненавидят, и насколько вы сами в такой ситуации захотели бы врать, чтобы оправдать поступки вашего общего злейшего врага. В-третьих, Пилат служил при императоре Тиберии примерно с 26 по 36 год нашей эры, после чего его прямой начальник, легат Сирии Вителий, снял Пилата с должности префекта и отправил его на суд императора в Рим. Но все Евангелия были опубликованы спустя много лет после смерти Тиберия и увольнения или даже смерти Пилата. Если бы ранняя церковь хотела восстановить и поддерживать мир с римлянами, то почему бы им было просто не написать, что преступный Пилат опозорил высокие стандарты, установленные императором и другими римскими чиновниками, которых мы все настолько уважаем, что нам кажется оскорбительным даже представить себе, что такое чудовище, как Пилат, могло быть одним из них. Достаточно было просто похвалить империю, императора и римских чиновников в целом, вместо того, чтобы заискивать перед отставным и, скорее всего, мертвым префектом из сословия всадников, даже не сенатором, который закончил свою карьеру тем, что был отправлен в Рим на суд императора. В-четвертых, мне даже не пришлось выдумывать предыдущую идею как гипотетическую. Иосиф Флавий, еврейский полководец во времена Иудейской войны, сдавшийся римлянам и ставший придворным историком династии Флавиев, написал в Риме 2 книги и, восхваляя римлян в целом, дал в них вполне критическую оценку деятельности Пилата, совершенно не опасаясь гнева своих имперских покровителей. В-пятых, авторы Евангелий, критикуя Синодрион и описывая предателя Иуду как чистое зло, показали, как они писали о тех, кого они искренне обвиняли в смерти Иисуса. Единственная разумная
единственное объяснение тому, что авторы Евангелий не относились к Пилату с такой же заслуженной ненавистью, как к Иуде и священникам Иерусалимского храма, состоит в том, что они написали правду. Пилат изначально не хотел казнить Иисуса. Его вынудил к этому Синедрион. Иосиф Флавий рассказывает нам о 4 преступлениях Пилата в главе 3 книги 18 его трактата «Иудейские древности», написанного в конце I века. Во-первых, Пилат привез в Иерусалим изображение кесаря. Когда местные евреи восстали, поскольку Тора запрещает изображения людей, Пилат пригрозил убить их, но когда они отказались подчиниться, отступил и удалил эти изображения. То есть Пилат просто пытался быть примерным римским гражданином и привнести в свою провинцию Иудею некоторое соответствие общей римской культуре. Во-вторых, Пилат провел в Иерусалим воду, построив римский акведук, и заплатил за него деньгами из сокровищницы храма. Однако жители Иерусалима ценили богатую жизнь своих архиереев больше, чем чистую воду, и опять восстали. Когда огромная толпа начала выкрикивать угрозы и оскорбления в адрес Пилата, он послал своих солдат в штатском смешаться с мятежниками, и те начали избивать и убивать бунтовщиков, что положило конец мятежу. Это, конечно, жестокость, но нельзя сказать, что совсем уж беспричинная. Первосвященники храма были фактически политическими правителями Иудеи, которые в теории должны были подчиняться римскому префекту, но на самом деле управляли провинцией согласно собственным желаниям и прихотям, потому что народ видел законную власть именно в них, а римлян считал иностранными оккупантами. Поэтому сокровищница храма, хотя и называлась Корбан или жертвоприношение, была не просто ящиком для пожертвований, как в современной церкви, а де-факто казначейством провинции. И не было ничего скандального или нелогичного в том, чтобы взять из нее деньги на строительство акведука для жителей того же Иерусалима. В-третьих, Иосиф Флавий упоминает о казни Иисуса, также утверждая, что Пилат сделал это по требованию первосвященников, таким образом приводя независимое свидетельство того, что авторы Евангелий не выдумали этот факт. В-четвертых, Пилат напал на вооруженную толпу самаритян, следовавших за самопровозглашенным пророком, на святую гору Горизим. Эти самаритяне были убиты или рассеяны, но некоторые из них пожаловались начальнику Пилата, легату Сирии Вителию, который в ответ на это уволил Пилата около 36 года нашей эры после 10 лет служения префектом Иудеи и через 3 года после смерти Иисуса, и отправил Пилата на суд к Цезарю Тиберию, который, однако, умер до того, как Пилат прибыл в Рим, что доказывает, что Пилат не был таким уж всемогущим и неуязвимым, как представляют себе современные критики. Мы воспринимаем его как могущественного римского правителя, повелителя жизни и смерти, потому что с раннего детства мы слышали о том, что он приказал убить Иисуса. Но в общей структуре Римской империи он был всего лишь префектом из сословия всадников очень маленькой провинции с населением существенно менее 1 миллиона человек на дальней окраине страны. Если жалоба каких-то случайных самаритянских мятежников начальнику Пилата в Дамаске могла положить конец его карьере, то у него были все основания опасаться мести Синедриона, если бы он не уступил их требованиям убить Иисуса. Пятым свидетельством против Пилата, которое обсуждал в своей книге «Сын человеческий» Руслан Смородинов, является письмо Ирода Агриппы к Цезарю Каллигуле, в котором он обвинял Пилата во всевозможных зверствах и преступлениях. Но Агриппа был явно заинтересованным свидетелем, и его мнение скорее доказывает описываемую в Евангелиях взаимную враждебность иудейских властей и Пилата. Достоверных исторических данных о судьбе Пилата после увольнения с должности префекта не осталось, только слухи и противоположные версии. Итак, добавив историю из Луки 13:1 о галилеянах, чью кровь Пилат смешал с их жертвами, за 10 лет правления такой беспокойной провинции, как Иудея, от Иосифа и Луки мы знаем о 3 восстаниях, жестоко подавленных Пилатом, и одной уступке мятежникам. Конечно, Пилат не особо стремился любить ближнего и подставлять другую щеку, но он правил провинцией, где люди восставали из-за того, что получили чистую воду или увидели на картинке физиономию любимого Цезаря, или какой-то сумасшедший позвал их на гору. И в отличие от героя притчи Иисуса о добром самарянине, Пилату встречались исключительно какие-то неправильные и недобрые самаряне, которые вместо врачевания ран устраивали мятежи и жаловались на него начальству. Но в общем, то, что Пилат, как другие римские чиновники, жестоко подавлял восстание против римского владычества, не означает, что он был варваром и убийцей с бессмысленной жаждой к насилию. Он принадлежал к сословию всадников и был назначен управлять небольшой, но трудной и ответственной провинцией. Так что
что каковы бы ни были его моральные качества, он, скорее всего, был неглупым и образованным человеком. Итак, что мы можем предположить о происхождении Пилата? Единственная надпись на камне, оставшаяся от его правления, называет его префектом Иудеи Понтием Пилатом. Понтиус Пилатус Префектус Юдея. В Евангелиях от Иоанна и Марка вообще не упоминается его титул. Евангелие от Матфея 27:2 называет его просто правитель. Мы точно не знаем произношение древнегреческих слов, и в зависимости от того, чью систему произношения вы предпочитаете, это слово звучало по-гречески в первом веке как «егемон» или «хегемон» или «иемон». Евангелие от Луки 3:1 использует тот же корень слова, утверждая, что Пилат управлял ехемоневондос Иудеей. Некоторые древние авторы называли его прокуратор, но современные историки утверждают, что во времена Пилата правители Иудеи назывались префектами. Титул префект, префектус, произошел от латинского prefectio – ставить во главе, назначать начальником, и применялся в Римской империи очень широко в значении назначенный сверху, то есть неизбранный народом, руководитель или командир. В частности, префектами иногда называли правителей небольших провинций вроде Иудеи. Большими провинциями управляли проконсулы или легаты императора. Сам Пилат, как префект Иудеи, подчинялся легату Сирии в Дамаске. Титул прокуратор применялся к правителю Иудеи до и после Пилата. Слово «прокуратор» происходит от латинского слова «прокуро» или просто «куро» – заботиться, ухаживать, как наши кураторы музеев заботятся об их экспонатах. В основном это был титул чиновников, заведующих финансами в крупных провинциях, сбором налогов, выплатами зарплат и тому подобное, или правителей маленьких провинций. Впервые титул прокуратор Иудеи придумал Юлий Цезарь для союзника Рима Антипатра из Идумеи. Сын Антипатра, Ирод Великий, при правлении которого родился Иисус, взял себе титул царя Иудеи. Его сыну по имени Ирод Архилай, который упоминается в Евангелии от Матфея как причина, почему родители Иисуса побоялись возвращаться в Иудею, Рим отказал в титуле царя, и он назывался этнарх Иудеи, то есть правитель народа. В 6 году нашей эры император Август отправил Архилая в ссылку с конфискацией имущества, установил в Иудее прямое римское правление и назначил первого префекта Иудеи по имени Копониус. Титул прокуратор к римским правителям Иудеи начал применяться через 8 лет после отставки Пилата. Так что Пилат был пятым префектом Иудеи, а всем известный пятый прокуратор Иудеи, не считая Антипатра, это не всадник Понтий Пилат, а тот самый Порциус Фестус, который в 60 году отправил апостола Павла в Рим на суд Нерона. Далее вернемся к имени Пилата. Стандартное римское имя состояло из 3 и более частей. Во-первых, преномен – аналог нашего личного имени, используемый среди родственников и близких друзей. Как я уже сказал, поскольку никто из друзей Пилата воспоминаний о нем не оставил, а его подданным или противникам его личное имя было не нужно, оно в истории не сохранилось. Третья часть имени – Пилатус – это когномен. Это либо личное прозвище, либо прозвище кого-то из предков, передаваемое по наследству, как нашей фамилии. Иногда когномен мог быть не один. Например, если человек унаследовал когномен как фамилию от своих предков, но затем получил другой когномен как личное прозвище, которое при этом иногда называют агномен. Пилатус, скорее всего, происходит от слова пилюм, название римского копья с деревянным древком и железным острием, которое можно было как метать во вражеские щиты, так и использовать для рукопашного боя. Еще один вариант – войлочная шапочка пилюс или пилиус, от которой произошел одноименный древнегреческий шлем и которая использовалась в церемонии освобождения рабов. Но мне эта версия кажется менее вероятной. Вторая часть имени, Понтиус, это номен или родовая фамилия. Номена были похожи на наши фамилии, но обычно принадлежали гораздо большим группам людей из родственных семей из одного рода или клана. Также номен приемного отца получал его усыновленный сын, даже если усыновление произошло во взрослом возрасте, или, как иногда бывало, усыновляемый был старше своего приемного отца. Иммигранты и освобожденные рабы обычно получали номен своих патронов или бывших хозяев. Так, один из вождей восстания иудеев 66 года Иосиф, которого захватил в плен и рабство, а затем освободил император Тит Флавий Веспасиан, стал историком Иосифом Флавием.
Судя по его родовой фамилии Понтий, Пилат, скорее всего, был сомнитом, выходцем из племени, жившего на территории сегодняшней центрально-южной Италии. Копье Пилюм также, возможно, было получено римлянами от сомнитов, поэтому когномен Пилатус мог быть либо его личным прозвищем, указывающим на его навыки или какую-то личную историю, связанную с использованием Пилюма, либо это могло быть наследственное прозвище, связанное с сомнитским происхождением его семьи. Сомниты изначально были независимы от Рима и часто воевали против него вместе с его врагами, такими как Пир, царь Эпира, или карфагенский полководец Ганнибал. Последний вождь сомнитов до их полной ассимиляции, Понтиус Телезинус, то есть Понтий из города Телезии, даже носил ту же родовую фамилию, что и Понтий Пилат, и считал себя гордым потомком Гая Понтия, сомнитского вождя, выигравшего битву против римлян в IV веке до нашей эры. Современный ему римский историк сообщал, что Понтий Телезин До глубины души ненавидел само имя Рим. и был побежден и убит в 82 году до нашей эры в гражданской войне между двумя римскими полководцами Марием и Суллой, в которой сомниты сделали ставку на проигравшую сторону – Мария. После своей победы Сулла приказал убить тысячи невинных сомнитских мирных жителей просто за то, что они были сомнитами, и Самниум был включен в состав Римской республики. Понтий Пилат наверняка был эмоционально затронут этими событиями, произошедшими с его предками во главе с человеком с той же фамилией Понтий, возможно, даже его близким родственником, всего за столетие до назначения Пилата префектом Иудеи. Высшей римской знатью были семьи сенаторов. Следующим по важности сословием были всадники, и это был ранг, который Рим обычно присваивал самым знатным семьям на недавно завоеванных землях, подобно роду Понтия в Самнии. Так что то, что Понтий Пилат был всадником и был назначен префектом Иудеи, вполне могло быть вызвано не его личными военными заслугами, а тем, что он был потомком знатного рода, который некогда правил сомнитами. И все это могло быть причиной когнитивного диссонанса в отношении Пилата к Иисусу. С одной стороны, Пилат выполнял свои обязанности римского чиновника и подвергался шантажу со стороны Синедриона. С другой стороны, Иисус не был врагом Пилата или Рима и был несправедливо преследуемым местными властями Иудеи так же, как сомнитские предки Пилата подвергались гонениям со стороны римских властей. Будучи потомком восстававших против Рима сомнитов, который сам стал римским чиновником, он мог испытывать искреннее сочувствие к Иисусу. Да, Пилат жестоко подавлял восстание против Рима и самого себя как его представителя. Особенно такие глупые, как оскорбления и нападки на него за строительство акведука. Но вполне возможно, что он уважал мирный нонконформизм и независимое философское мышление Иисуса. Теперь давайте попробуем представить, каковы могли быть религиозные убеждения самого Пилата. Как и другие римляне, а может быть и в большей степени, сомниты верили в нумены, божественные силы, через которые боги действуют на наш физический мир. То есть, если боги находятся вне нашего мира или, по крайней мере, вне мира людей, но при этом как-то управляют миром и влияют на человеческие жизни, то их божественное присутствие, влияние, власть и сила в нашем мире – это и есть нумен. Собственно, эта идея о существовании посредника между совершенными богами и управляемым ими несовершенным миром, с помощью которого боги поддерживают порядок и гармонию во Вселенной, делают римский нумен чем-то даже похожим на греческий логос, слово, которым Иисус назван в начале Евангелия от Иоанна. Более того, римляне верили, что божественный посредник, называемый гений, есть у каждого человека или места. Так что если Иисус сказал Пилату, что его Царствие Небесное, дающее ему власть проповедовать благую весть, это отражение потустороннего мира, которое находится среди нас и внутри нас, то для образованного римлянина как Пилат это должно было звучать вполне знакомо и естественно. Царствие Иисуса – это нумен, присутствие и власть его Бога в нашем мире. А царем или помазанником, Христом, Иисус называет себя в том смысле, что его Бог избрал его главным проводником своей воли в Иудее и Галилее, или даже во всем мире людей. Разумеется, Пилат не верил, что Бог Иисуса единственный или главный из богов. Как римский чиновник, он очевидно считал, что главный бог, Небесный Отец или Бог-Отец, Dies Pater, то есть Юпитер, благоволит Риму, и поэтому он, через гений или нумен императора, сделал Пилата главным над иудейскими первосвященниками и над страной, городом и храмом их бога. Но Пилат вполне мог верить, что Иисус был призван своим богом распространять его влияние и учение, и что в этом нет ничего скандального или невероятного. Кроме, конечно, того, что богов и их нуменов, влияний, учений и истин много.
много. И отсюда вопрос Пилата Иисусу, Что есть истина? когда позже римляне начали гонения на христиан, главной проблемой для них было не то, что христиане поклонялись своему богу, а то, что они отрицали или оскорбляли других богов. Как это ни парадоксально, для римлян христиане были воинствующими атеистами, оскорблявшими чувства верующих в своих богов других жителей империи. Критики сомневаются в достоверности описания Пилата в Евангелии от Иоанна, поскольку представляют его необразованным варваром. Но если он происходил из знатной самнитской семьи, которая впоследствии стала римской семьей всадников, то он получил хорошее образование и вырос, читая произведения Гомера, Платона и других греческих поэтов и философов. И Иисус должен был казаться ему религиозным философом или поэтом, не представлявшим никакой опасности для Римской империи. Также, если предками Пилата правда были сомниты, то наличие у них своих богов и верований, отличных от общеримских, должно было вызвать у него несогласие с идеей, что религиозные власти в столице, хоть в Риме, хоть в Иерусалиме, имеют право наказывать людей из провинции, хоть из Самнии, хоть из Галилеи, которые верят иным образом. И вообще, судя по всему, Пилату не нравился официальный иудаизм и его архиереи. И сам факт того, что они преследовали Иисуса, мог вызвать у Пилата явную симпатию к нему по принципу «враг моего врага». Он наверняка понимал, что Иисус своей проповедью подрывает власть Синедриона, которую Пилат был не прочь подорвать и сам. Еще одна причина, по которой Пилат мог бы относиться хорошо к Иисусу, была в том, что сам Иисус, скорее всего, хорошо говорил по-гречески. Во-первых, всего в 6 километрах от его родного города Назарета, то есть в часе быстрой ходьбы, находился крупный грекоязычный город, столица Галилеи под названием Сепфорис. В 66 году нашей эры этот город даже отказался присоединиться к еврейскому восстанию в Иудее и Галилее, остался верен Риму и не впустил к себе иудейских повстанцев. Иисус, скорее всего, работал там плотником вместе со своим отцом, так как это был большой город, где спрос на плотницкую работу был несравненно выше, чем в поселке вроде Назарета. Работая с раннего детства среди людей, говорящих по-гречески, Иисус и сам должен был выучить разговорный греческий язык. Во-вторых, хотя Евангелия любят раскрывать в своих историях всевозможные подробности, ни в одном из них не упоминаются переводчики, помогавшие Иисусу разговаривать с Понтием Пилатом. Поскольку разговор закончился гибелью Иисуса, кажется вполне естественным хотя бы спросить, не было ли решение Пилата вызвано возможным недоразумением из-за различий в родном языке или плохим переводом. Но, похоже, никто никогда не озвучил такую возможность. Я вообще не видел, чтобы кто-то до меня обратил внимание на этот вопрос. А раз не было переводчиков и возможности недоразумения, то это означает, что Иисус и Пилат говорили на одном языке и говорили на нем хорошо. Поскольку сомнительно, что Пилат хорошо выучил арамейский язык после 7 лет жизни в своем дворце в Кесарии, презирая еврейскую культуру и будучи окруженным в основном другими римлянами, это означает, что Иисус должен был очень хорошо говорить по-гречески. Но Пилат, несколько раз заявивший, что Иисус невиновен, все-таки поддался шантажу Синедриона и отдал приказ убить его. В его отношениях с Синедрионом у Пилата могло быть еще одно слабое место. Некоторые ученые отмечают, что если Пилат, по мнению Иосифа Флавия, стал префектом Иудеи в 26 году, за 10 лет до смерти императора Тиберия, то его назначение, скорее всего, было одобрено Луцием Элием Сияном, который стал вторым по могуществу человеком в империи после смерти сына Тиберия Друза в 23 году и стал фактическим правителем Рима после того, как Тиберий уехал жить на остров Капри в том же 26 году, когда был назначен Пилат. Но в 31 году Сиян был казнен вместе со всей своей семьей за попытку захватить власть, после чего начались жестокие репрессии против чиновников, которых он продвигал. И в этой ситуации Пилат, глядя на события в Риме из своей далекой провинции, наверняка не хотел привлекать к себе внимание императора всего через 2 года после падения своего благодетеля. В этой ситуации слова иудейских властей в Евангелии от Иоанна 19:12 о том, что если Пилат отпустит Иисуса, то он не друг Цезарю, и возможность жалобы от Синедриона Тиберию были очень серьезной угрозой. И мы знаем, что опасения Пилата не были беспочвенными, поскольку через 3 года он действительно был уволен и отправлен в Рим на суд к императору Тиберию. На основании другой жалобы, и даже не от могущественного Синедриона, а от каких-то самаритянских мятежников.
мятежников. Можно даже предположить, что если родовая фамилия Понтий, ранг всадника и успешная политическая карьера не совпадение, а действительно вознаграждение Рима Пилату как потомку правителей Самния, то сам Пилат мог задумываться о том, что если бы события век назад пошли по-другому, то он мог бы сейчас быть не скромным префектом Иудеи, а полунезависимым царем Самния. И если так, то с одной стороны это частично объясняет его личные симпатии к Иисусу как царю иудейскому, но с другой, Пилат понимал, что если он отпустит Иисуса и Синедрион пошлет жалобу проконсулу и Цезарю, то и Вителий, и Тиберий могут заподозрить, что некий самопровозглашенный царь Иудеи Иешуа был помилован будущим самопровозглашенным царем Самния Пилатом, еще одним Понтием, готовым по примеру предков восстать и повернуть свой пилум против Рима. Если сам Пилат не считал Иисуса действительно виновным, а поддался шантажу Синедриона, то это объясняет, почему он нарушил правила и позволил должным образом похоронить тело Иисуса, хотя это и противоречит обычной практике римских казней и дает повод некоторым ученым подозревать Евангелие во лжи. Но авторы Евангелий не выдумывали легенды, основанные на схемах поведения стереотипных римских чиновников из учебника истории. Они описывали реальных людей, действовавших в реальных сложных ситуациях, нарушавших правила и иногда вынужденных выбирать между тем, чтобы следовать своей совести или поддаться шантажу. К тому же древние люди от крестьянина до императора были гораздо менее законопослушными, чем мы, и в своем поведении чаще руководствовались собственным пониманием разумности, целесообразности и здравого смысла, чем некими записанными правилами. Далее, некоторые ученые утверждают, что авторы Евангелий ненавидели священников Синедриона и поэтому лгали про них. Но они путают причину и следствие. Если осуждение Иисуса реально произошло чисто по вине Пилата, и Синедрион был невиновен в его смерти, то зачем авторам Евангелий было ненавидеть Синедрион и выгораживать Пилата? То есть описывать Пилата как шантажируемого, а Синедрион как главных виновников. Автор Евангелия от Иоанна говорит нам в стихе 18-16, что он лично знал первосвященника и его слух и был известен им достаточно хорошо, чтобы иметь возможность просить их о личных услугах. Например, позволить ему и апостолу Петру гулять во дворе первосвященника. Зачем ему было выдумывать ложь о Синедрионе, если они были просто его старыми друзьями, которые не сделали ничего плохого Иисусу и его последователям, таким как он сам, и вина полностью лежит на Пилате. Я думаю, что Пилат на самом деле оказался между молотом и наковальней, стоя перед выбором следовать своей совести и отпустить Иисуса или поддаться шантажу Синедриона. Он действительно считал Иисуса невиновным, но не был готов ради него рисковать собственной карьерой и даже жизнью. И все это подтверждает, что автор 4-го Евангелия написал правду о пятом префекте Иудеи Понтии Пилате и его роли в смерти Иисуса. Я думаю, реальный Понтий Пилат гораздо больше походил на героя романа Булгакова «Мастер и Маргарита» или рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда», чем на кровожадного варвара, каким его представляют многие специалисты по истории Нового Завета. Критикующие автора Евангелия от Иоанна и на этом основании ложно утверждающие, что он якобы не был очевидцем тех событий. Наконец, в качестве примечания о превратностях судьбы, Валерий Град, 4-й префект Иудеи и предшественник Пилата, назначил первосвященником Иосифа бен Каяфу, который вместе со своим тестем Хананом и приговорил Иисуса к смерти. Представьте себе, что Град остался бы на своем посту префекта еще на 7 лет. Либо он поставил бы своего назначенца Каяфу на место и освободил Иисуса, и тогда история человечества пошла бы по-другому. Либо сегодня одним из главных злодеев в истории был бы Валерий Град, а не 5-й префект Иудеи, всадник Понтий Пилат.